Главные новости этого дня. Известный советский и российский актер, кинорежиссер, член комитета Иван Охлобыстин стал дедушкой в третий раз. У известного актера родился внук, назвали Иваном. У Ивана Охлобыстина и его супруги Оксаны Арбузовой есть 4 дочек и 2 сыновей. 2 старшие наследницы Анфиса и Евдокия уже обрели семейное счастье и успели сделать актера дедушкой. Сегодня утром ушла из жизни российская и советская актриса Лидия Ильина. Лидия Николаевна Ильина скончалась в возрасте 77 лет в результате сердечной недостаточности. За плечами Лидии Ильиной более 60 ролей в разных кинопроектах, самые известные из которых «Слово пацана», «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы», «Чикатило» и многие другие. Российский певец Григорий Лепс попал в больницу в состоянии средней тяжести после отравления коньяком. У Григория Викторовича давние проблемы с алкоголем, однако на этот раз у известного певца произошла семейная драма. Совсем недавно Григория Лепса оставила молодая невеста, на которой он планировал жениться, и подарил ей много дорогих подарков, включая иностранные автомобили и элитную зарубежную недвижимость. Невеста Григория Лепса предпочла известному певцу своего сокурсника, сверстника, студента. Девушка забрала все дорогие подарки, однако выходить замуж планирует за другого человека. Сегодня утром в Басманном суде города Москвы справедливое, но строгое наказание получили 4 преступников, которые совершили похищение известного певца Авраама Руссо. Инцидент произошел еще в 2004 году. Уголовное дело длилось почти 20 лет. 4 преступников получили уголовное наказание в виде лишения свободы от 18 до 20 лет. Авраам Руссо получил денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Широкий общественный резонанс получило чрезвычайное событие, которое произошло в семье известного фигуриста Евгения Плющенко и его супруги, музыкального продюсера Яны Рудковской. Дело лично контролирует прокуратура Российской Федерации, начальник антикоррупционного комитета Никита Михалков и руководитель Следственного комитета товарищ Бастрыкин. Отметим, что 2 дня назад, по данным полиции, сын Евгения Плющенко, Александр Плющенко, лишил жизни своего преподавателя гимназии, учителя истории Анну Дмитриеву. Причина трагического события стала плохая оценка по истории за первую четверть. По факту чрезвычайного события были задержаны родители Александра, Евгений Плющенко и Яна Рудковская. На данный момент они находятся в полиции и дают показания. Заместитель начальника Следственного комитета Российской Федерации Валерий Янковский прокомментировал данную ситуацию и озвучил возможное наказание для данной семьи. По данным следствия, сын Евгения Плющенко Александр, так как он еще не достиг возраста уголовного наказания, может быть отправлен в учебное заведение закрытого типа, где он должен провести несколько лет. Помимо этого, сын Евгения Плющенко завершит свою спортивную карьеру, так как он совершил тяжкое преступление. Родители Александра Плющенко, Евгений Плющенко и Яна Рудковская обвиняются в попытке дать денежную взятку преподавателю истории и заставить его изменить оценку. Помимо этого, Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская обязаны будут выплатить многомиллионную денежную компенсацию семье погибшего учителя истории, который ушел из жизни по вине их сына. Также, помимо этого, антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и товарищ Бастрыкин начали глобальную проверку бизнеса Евгения Плющенко и его семьи, проверку всей недвижимости и имущества. Также уголовное дело возбуждено против директора гимназии,
который допустил конфликт между преподавателем истории и семьей ученика. Помимо этого, надо отметить, что похороны преподавателя истории, честной и принципиальной женщины старой советской закалки Анны Георгиевны Дмитриевой, трагически погибшей в результате преступных действий сына Евгения Плющенко, состоятся 6 ноября на Кунцевском кладбище столицы. Сегодня утром в Москве в одном из центральных районов было совершено нападение на члена комитета известного композитора Раймонда Паулса. У Раймонда Паулса при себе находилась крупная сумма конфискованных денег, а также важные документы о антикоррупционной деятельности. Также вместе с Раймондом Паулсом находился охранник. К сожалению, в результате нападения сотрудник охраны погиб, документы были похищены. О состоянии здоровья Раймонда Паулса пока информации не поступало. На данный момент ведутся поиски преступников. Несколько минут назад поступили печальные новости о семье Аллы Пугачевой. Несколько часов назад младшая дочь Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина Елизавета впала в кому. Ее состояние здоровья крайне тяжелое. Отметим, что причиной трагического события стало недавнее нападение на дочь Аллы Пугачевой. Сотрудник антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, известный актер Алексей Нилов, сообщил о результатах антикоррупционной проверки в городе Ростове-на-Дону. Сотрудники организации во главе с Алексеем Ниловым в результате проверки сделали очередной шаг для улучшения социального уровня жизни россиян. Команда Никиты Михалкова оказала адресную материальную помощь и перечислила финансовые средства для увеличения зарплат учителей средних и старших классов, а также медработников различных медицинских предприятий. Помимо этого, Алексей Нилов отметил, что Ростов-на-Дону – это не единственный город в России, где будет оказана подобная материальная помощь. Пресс-служба организации сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Большая трагедия произошла в семье первого заместителя антикоррупционного комитета по социальной работе известного актера Александра Домогарова. Вчера поздно вечером неизвестные преступники ворвались в загородный дом известного артиста. Судя по всему, они искали самого Александра Юрьевича. Однако сам Александр Юрьевич Домогаров в данный момент отсутствовал дома, поэтому все нападение пришлось на его близких и родных. К сожалению, в результате чрезвычайного события погибла старшая сестра Александра Домогарова и младший сын. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Преступников по горячим следам задержать не удалось. К слову сказать, что судьба Александра Юрьевича Домогарова очень трагична. За последние несколько лет он потерял всех своих наследников, 3 родных сыновей. Уважаемые зрители, если вы сочувствуете Александру Домогарову и желаете выздоровления членам комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.